Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые трейдеры! В этом видео мы познакомимся с торговой стратегией Форекс, которая называется Trading Made Simple, модифицированная. Более подробно, как всегда, о ней можно узнать на сайте strategyforex.ru. Там же можно скачать и шаблоны для терминала MT4, а также дополнительные индикаторы к данной стратегии. Итак, давайте посмотрим, что из себя представляет данная система. Предназначена она для временного интервала 4 часа. Стратегия мультивалютная, и давайте перечислим индикаторы, которые нам здесь потребуются. Ну, в первую очередь индикатор Synergy APB, индикатор Heikin Ashi, оба они работают именно со свечными показателями. Индикаторы HMA, это у нас данная линия, которая бывает то розовой, то зеленой. Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 5 и со сдвигом 2. И в отдельном окне совмещено еще 3 индикатора. Это 2 стохастика. Называется этот индикатор Stochastic Color V1.02 Classic. Параметры 14332 и у второго 8332, а также обычный индикатор RSI с периодом 14. Конечно, на первый взгляд кажется, что многовато здесь индикаторов, но на самом деле торговля здесь достаточно простая получается. Давайте начнем с примера на продажу. Закрытие очередной свечи должно находиться ниже скользящей средней. Индикатор HMA тоже ниже скользящей средней. Оба стохастика находятся ниже нулевой отметки своей, но хотя бы один выше уровня 20. То есть, если оба опустились ниже, это уже плохо, сигнал не рассматриваем, но если только один, пока еще рассматривать можно. Индикатор RSI тоже ниже нулевой отметки. Heikin Ashi и Synergy APB окрашены в красные цвета, как в данном случае. И, в принципе, очередность получения данных сигналов большого значения не имеет. Как только все сигналы совпали на одной очередной свече, на ее закрытии, можно рассматривать сигнал на продажу. Стоп-лосс устанавливается здесь за максимум двух последних свечей. То есть, если мы входим вот на этой свече, обратите внимание, именно здесь RSI, последний индикатор, оказался ниже нулевой отметки и уже дал сигнал. Все остальное у нас здесь было в нормальном положении и до этого. Так вот, как только мы получили данный сигнал, заключили сделку на продажу, стоп-лосс выше второй свечи, то есть раз свеча и два свеча выше ее максимума, причем размер совершенно не имеет значения, это может быть и 25 пунктов, это минимально разрешенный, кстати, у нас стоп-лосс, и может быть 150 пунктов. Take Profit мы устанавливаем в 2 раза больше, чем наш стоп-лосс, но есть одно условие, минимальный Take Profit 100 пунктов, то есть если бы у нас здесь был стоп-лосс 25 пунктов, то мы бы поставили ровно 100, и в итоге получилось бы вообще 1 к 4. Что касается безубытка. В безубыток мы переводим нашу сделку только когда индикатор HMA окрашивается в обратный, то есть противоположный цвет, то есть в зеленый. Только тогда можем перевести эту сделку в безубыток. Если же цена будет находиться уже в отрицательной зоне, то закроем ее по рыночной ситуации, то есть по рыночной цене закрыта будет данная сделка. Теперь, что касается повторных сделок в том же направлении при наличии активных сделок, то есть, допустим, если бы здесь где-то был получен еще один сигнал на продажу. Для этого как минимум нам нужно, чтобы индикатор HMA окрасился сначала в зеленый цвет и вновь дал бы красный цвет, то есть розовый, тогда только опять можно рассматривать продажи. Причем цена на тот момент точно должна пройти уже 80 пунктов в положительную сторону, и если мы решаем, что нужно входить, предыдущую сделку, если она еще не в безубытке по прочим условиям, нужно будет переводить в безубыток. Хотя, как понимаем, окрашивание индикатора HMA в обратный цвет, то есть в зеленый, уже сигнал на перевод сделки в безубыток. Это что касается продаж. Давайте посмотрим и на покупки. Здесь, как видите, у нас сразу несколько сделок на одном движении вверх. Но, как понимаете, здесь у нас цена находится выше скользящей средней. HMA находится выше скользящей средней. Окрашен в зеленый цвет. Оба индикатора стохастик выше нулевой отметки. RSI тоже выше нулевой отметки. А индикатор Synergy APB и индикатор Heikin Ashi окрашены в синий цвет. То есть, если это все совпадает на этой свече, как видите, именно на ней мы последним индикатором стохастик вышли наконец выше нулевой отметки, мы заключаем сделку здесь на покупку, стоп-лосс ниже минимума двух последних свечей. Как видите, здесь около 110 пунктов. И вот Take Profit 1, 220 пунктов. Приблизительно там мы и получили наш Take Profit. Когда индикатор HMA окрашивался в противоположный цвет, мы сделку переводили в безубыток, но до него не дотянула цена. Смотрим далее. Когда окрасились в обратный цвет и вновь окрасились в зеленый цвет,
Все остальные индикаторы поддерживали сигнал на покупку. Мы заключили еще одну здесь покупку. Затем, когда на закрытии данной свечи мы окрасились в противоположный цвет, мы должны были закрывать сделку по текущей цене, но уже сработал наш стоп-лосс. Мы его устанавливали за минимум двух последних свечей и, следовательно, были вне рынка. Затем опять мы окрасились в красный цвет индикатором HMA и вновь в зеленый. Следовательно, опять можно смотреть на покупки. Все остальные индикаторы их поддерживают. Заключаем покупку, стоп-лосс ниже минимума двух последних свечей. И дальше благополучно двинулись к нашему тейк-профиту. Вот он здесь у нас и был. Ну а здесь у нас, как видите, просто перевод в безубыток. То есть мы здесь вошли в рынок. Все индикаторы позволяли это сделать после окрашивания HMA в противоположный цвет. А здесь, когда опять же индикатор окрасился в красный цвет, мы перевели сделку в безубыток. И в итоге по безубытку эта сделка была закрыта. Вот в принципе и вся данная стратегия. С вами был Сергей Гаспарян. Всем успешной торговли. Спасибо за внимание. До свидания.